Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале «Давай запишем», у микрофона Александр. Вашему вниманию очередная битва студийных мониторов. И сегодня у нас на ринге новинка от PreSonus Eris 7 XT и уже достаточно известные в мире музыки Adam T7V. Вперед! Сразу скажу, что нам очень хотелось бы видеть сегодня вместо Адамов либо КРК RP7, либо Yamaha HS7. Но вот хоть ты убейся, по самым оптимистичным прогнозам к нам они могут попасть не раньше января 2021 года. Печаль. И поэтому, что было в наличии из семерок, то и поставили в противовес PreSonus. Ну да ладно, по цене они отличаются не сильно. 19500 PreSonus, 23500 Adam. Так что для сравнительного обзора, думаю, подойдут. Друзья, понимаю, что вас в подобных обзорах интересует больше всего тот момент, когда мы даем вам услышать, как играют наши соревнующиеся мониторы. Поэтому лирическо-теоретическую часть я постараюсь скомпрессировать до минимума и расскажу вам об этих мониторах только самое основное. Начнем с PreSonus. Это действительно новинка, поскольку раньше семерок они не выпускали. И сделать такой продукт их побудило именно то, что серия Eris XT стала очень популярной среди пользователей и самой продаваемой из всего их ассортимента. Ну и действительно, если вы смотрели наш обзор на пятерки и восьмерки XT, то наверняка смогли оценить их возможности. Во всяком случае, ту цену, которую за них просят, они отрабатывают вполне достойно. Что касается управления и подключений, то у этой модели все осталось без изменений. Все те же балансные XLR TRS и небалансный RCA. И та же эквализация, плюс-минус 6 дБ на средних и высоких, срез низких на 80 и 100 Гц, плюс компенсация звукового влияния Acoustic Space. Ну и давайте сразу же посмотрим на то, что находится на задней панели у Adam. Низкие и высокие добавить-убрать на 2 дБ здесь можно. Подключение балансное только на XLR и небалансное традиционно. Как-то так вот у PreSonus вроде как повеселее с наворотами, однако не будем торопиться, все-таки Adam имя громкое. Теперь о том, что их резко отличает. Первым номером идут фазоинверторы. У Adam они сзади, круглые. У PreSonus щелевые спереди. Ну и понятно, что по этому признаку мы не сможем сказать, какие лучше, какие хуже. Каждому монитору свое предназначение. Например, если Адамы мы не сможем поставить вплотную к стене, то Eris это делать позволяет. Отсюда, видимо, и большой спрос среди владельцев домашних студий с ограниченными пространствами. Следующий момент. Хоть и зовутся они 7-дюймовыми, но размер вуфера у PreSonus все-таки на полдюйма меньше, то есть 6,5. И что касается твиттеров, то тут тоже отличие имеется. 1,25 дюйма с шелковым куполом против 2 дюймов в эквиваленте ленточного UART твиттера. Что касается частот, то тут тоже разница присутствует. PreSonus дал своим семеркам возможность воспроизводить от 42 Гц до 20 кГц, а Adam разыгрались в диапазоне аж от 39 до 25 тысяч Гц. Лихо. По звуковому давлению они также несколько отличаются, 104 и 110. Кроссоверы у них работают на 2,5 и 2,6 кГц. И что касается размеров, они почти одинаковые, а по весу 7 кг Адамы и плюс 1,5 PreSonus. Все, товарищи, подключаемся и слушаем, как всегда на фоне оригинального трека, на что они способны, после чего подведем некий итог.
Друзья, коротко о том, что мне удалось услышать. Адамы. Звук собранный, частоты ровные и сбалансированные. Пресонусы звучат более раскрыто, низ показался менее плотным. Но и тот, и другой случай можно считать вполне пригодным для работы со звуком. Определяющую роль, скорее всего, будет играть тот стиль музыки, в котором вы творите. К примеру, дэнс – это Адам, рок – пресонус. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрите наши обзоры. Всем творческих успехов и до новых встреч. Опа. 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 Можно останавливать. Спасибо за работу.